Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нас пригласили в гости. Мы находимся на производстве крупнейшего в России производителя каминов, завода «Эко-Камин». Находимся в испытательной лаборатории. Сегодня мы представляем не только продукцию «Эко-Камин», но также всемирно известную компанию Invicta, которая поставляет свою продукцию на российский рынок силами компании «Эко-Камин». Владимир, здравствуйте! Здравствуйте, Евгений! Очень приятно вас видеть, но уже на вашей территории. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, как так получилось, что крупнейшая в России компания по производству каминов представляет интересы еще и французской компании? Исторически сложилось, что с 2002 года компания Invicta поставляет на российский рынок топки и печи камины своего собственного производства, чугунные изделия. А относительно недавно компания Invicta еще является нашим партнером и поставляет нам чугунные изделия, а именно варочные поверхности, тоже чугунные, для наших изделий продукции Баварии. Продажа каминов импортного производства вылилась в полноценное сотрудничество в производстве совместных изделий. Все чугунные плиты, которые компания «Эко-Камин» использует в своих каминах, они французского производства. Но в сегодняшнем выпуске мы все же расскажем об одной из самых интересных позиций в ассортименте компании Invicta. И это камин Брэдфорд. Владимир, ну вот при ближайшем рассмотрении кажется, что это что-то классическое, но реализовано очень интересно. Все равно какие-то элементы современные присутствуют. Конечно. Перед нами нестареющая классика. То, что является олицетворением инженерной мысли французских специалистов, но при этом реализовано полностью в чугуне, что не может не привлекать внимание наших покупателей. Это конвекционная печь, сделанная в классическом стиле в сочетании с современными технологиями. Специальные конвекционные отверстия, с помощью которых воздух попадает в помещение. И система подачи воздуха на горение здесь присутствует. И система очистки стекла. Поэтому тут мы видим сплав оригинального дизайна, классических технологий и современного технического оснащения. Можно ли сказать, что Брэдфорд — это уникальный камин? Чаще всего подобного внешнего вида изделия состоят из нескольких чугунных отливок, и они являются одновременно и внешними стенками камина, и внутренними стенками топки. Здесь же структура совершенно иная. Топка — это отдельный элемент, а внешние стенки в виде отдельных элементов. Совершенно верно. Здесь двойная задняя стенка, поэтому тут у нас полностью реализована идея создания не однокамерной печи, а сочетание двойных стенок и плюс конвекционных зазоров, которые позволяют лучше и быстрее отапливать помещение. Если мы говорим о том, что здесь топка спрятана за чугунными стенками, то значит и масса этого изделия довольно внушительная должна быть. Сколько он весит? Безусловно, вес данного изделия 180 килограмм, более чем приличная цифра для такого изделия. Поэтому здесь можно сказать, что французские специалисты действительно поработали на славу. Мы видим и внушительный внешний вид, плюс очень приличного размера стекло. Поэтому здесь мы видим с вами действительно хорошую, добротную, качественную чугунную печь с хорошим обзором огня. Судя по тому, что масса ее около 180 килограммов, понятно, что прогревать ее будет чуть дольше, чем металлическую печь аналогичных размеров. Но и сама масса чугуна будет дольше хранить тепло и постепенно отдавать его в комнату. Абсолютно точно. Плюс конвекционные поверхности сразу начинают прогревать помещение, как только прогреются стенки топки, не дожидаясь того, когда прогреются сами стенки внешнего короба этого камина. Совершенно верно. Как всегда правильно, Евгений. Спасибо. Чугунных изделий, которые с помощью конвекции отдают тепло в комнату, не так уж и много на рынке. В данный момент на российском рынке, если мы возьмем за основу соотношение цена и качество, данный продукт является
идеальны. С одной стороны, у нас большая чугунная печь, с другой стороны, абсолютно адекватная цена. Владимир, все мы привыкли к тому, что большинство изделий, выпускаемых на рынке, они вот такого классического черного, либо слегка графитового цвета. Я знаю, что в линейке Bradford есть доступны к заказу еще два цвета, более веселенькие. Да, это так, действительно. Помимо цвета антрацит, который является классическим, также в линейке Bradford есть два варианта чугунных печей в эмали. Это красный цвет, либо цвет слоновая кость. Оба эти цвета позволяют совершенно в другом ракурсе представить эту печь. Два других цвета, они глянцевые. Глянцевый, совершенно верно. Эмаль, да, и выглядит именно как глянцевая поверхность. Очень красиво, очень оригинально и при этом очень современно. Но я, кстати, видел камин, который выполнен в цвете слоновая кость. Хочу вам сказать, что выглядит он совершенно по-другому, хотя все декоративные элементы абсолютно идентичны этой модели. Поэтому обязательно обратите внимание на два других цвета этого камина. Сегодня, Евгений, у нас с вами есть возможность посмотреть в работе данный печь-камин, погреться около него и обязательно показать, насколько красиво горят дрова. Это супер! Ну что ж, Владимир, вид просто изумительный, пламя видно со всех сторон, обзор просто отличный. Большое спасибо за приглашение, я очень рад был повидаться с вами и тем более в такой теплой дружеской атмосфере полюбоваться камином. Спасибо вам за добрые слова, Евгений, но это еще не все. Мы сегодня обязательно еще увидим несколько изделий, подключенных к нашему чудесному дымоходу, и увидим, как они работают. Супер! Так что, дорогие друзья, зрители канала Farnax Film, следите за новостями на нашем сайте, за новостями в наших соцсетях и обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео от компании Экокамин. До новых встреч! Счастливо!